Однажды в Италии мать обвинили в том, что ее попытался отравить сын. Ну а кого же, как не мать? Сама рожала, сама растила, сама воспитывала, и кто же виноват? Ведь виноватый всегда должен быть. А отчим, который хоть и не рожал, но к воспитанию руку приложил, от того же яда умер. Ну а сам отравитель? Виноват, конечно, но ведь не он же один. Все же проблемы родом из детства, а ребенок ни в чем виноват быть не может. Это видео о том, в чем виновата мать, которой ее совершеннолетний сын сказал: «Что ж ты никак не сдохнешь, ведь я же дал тебе яд». Однажды в Италии. Моника Маркьони была красивой женщиной. Сильный характер, умение себя подать, работа, друзья, в общем, все хорошо. В 33 года по итальянским меркам ни рано ни поздно встретила мужчину, показавшегося мужчиной мечты. Через год бурного романа забеременела, спокойно выносила и благополучно родила мальчика Александра Леона. Отношения с отцом ребенка не складывались, через 4 месяца пара оставила попытки наладить совместную жизнь, и Моника съехала с сыном на другую квартиру. Ребенок был просто подарок судьбы, сверх меры не капризничал, со всеми ладил, к любой обстановке приспосабливался, веселый, обаятельный, ласковый. Папа принимал в воспитании сына активное участие, бабушки и дедушки обожали, мама и вовсе не мыслила своей жизни отдельно от ребенка. В ресторан, на прогулку, в отпуск с подружками везде с ним. Да и почему бы его не взять, мальчик очаровывает буквально всех. Симпатичный, воспитанный, послушный. В любимом ресторане его принимают как маленького принца. Специально, как для особого клиента, готовят его любимое блюдо ризотто с шафраном. С подружками матери он на короткой ноге, задает вопросы о личной жизни, дает ценные советы по поводу поклонников. Ну а с самой матерью отношения просто прекрасные, близкие, доверительные. Моника не употребляет этих слов, но если сопоставить все факты, становится понятно: Леон Алессандро – типичный маменькин сынок. Очень воспитанный, очень вежливый, очень послушный и привязанный к матери, но еще и очень боязливый, не самостоятельный и вообще тот, кого люди обычно называют слабак. Кстати, в школе тоже особо не блещет, а, впрочем, это совершенно им не мешает. Моника сыном гордится, Леон о матери заботится. Мальчишку беспокоит, что мать одна. Он неоднократно рекомендовал ей найти себе кавалера, правда, та всегда отказывалась. «Какие еще кавалеры? У меня есть ты, мне этого достаточно». Но однажды Моника таки встретила мужчину своей мечты. Как водится, все произошло случайно, будучи коллегами по работе, они почти не пересекались. Как-то перекинулись парой фраз, подружились, а потом оказалось, что обоим хотелось бы большего. Мужчина мечты тоже веселый, симпатичный, обаятельный, правда, чуть ниже ростом, чем Моника, но зато отлично поладил с Леоном. Как рассказывала влюбленная, когда они выходили втроем, ей казалось, что она вывела на прогулку двух подростков. Те все время затевали какие-то игры и розыгрыши, смеялись, дурачились, подначивали друг дружку и других, дразнили маму, в общем, развлекались как только могли. Так что, когда Моника спросила у Леона, не возражает ли он, если Лорена станет жить с ними, сын ответил, что будет счастлив, если мама наконец-то не будет одна, и тем более, если это будет такой классный мужчина, как Лолла. Монике в этот момент было 49, Лорена, которого они звали по-семейному Лолла, чуть постарше, Леону 14. Так что, конечно же, Моника виновата, что забрала внимание у ребенка, да еще в таком деликатном возрасте. То, что неделикатных возрастов не бывает, значения не имеет. И тем более не важно, что если бы никакого мужчины не было, то мать слишком бы сконцентрировалась на сыне, который из-за этого вырос бы эгоистом, так что куда ни крути, а мать всегда виновата. Но в нашей истории мужчина в доме Моники и Леона появился, и постепенно семейная жизнь входит в свое русло. Из просто приятеля по играм Лорена становится Леону сначала старшим приятелем, а потом практически папой, который где-то поругает, а где-то и прикроет. Леон даже говорил, что относится к Лоло лучше, чем к родному отцу. Конечно, случались и конфликты, но подросток есть подросток, куда ж без этого. Как говорили родители, все в пределах нормы. И куда смотрели, спрашивается? Если в пределах нормы, разве так бы оно закончилось? Ясно же, что не доглядели. Ну или переглядели, учитывая, что за помощью в решении подростковых проблем они все же обращались. Во-первых, из-за тревожности Леона, которая, будучи довольно заметной и раньше, становится все сильнее. Так что мать начала опасаться, что постоянная боязнь заболеть из милой особенности превратится в серьезную проблему.
Водила сына по врачам, которые в итоге диагностировали легкую ипохондрию. Ипохондрия, согласно DSM-5, представляет собой клиническую форму тревожных расстройств, характеризующуюся необоснованным и чрезмерным беспокойством о своем собственном здоровье или здоровье других людей с убеждением, что любой симптом, испытываемый субъектом, является признаком серьезной патологии. Ну а во-вторых, с наступлением пубертата начинает зашкаливать за пределы обычной и нелюбовь к учебе. Нежелание ходить в школу у Леона и раньше-то было таким, что безо всяких причин по утрам будних дней поднималась температура или начиналась рвота. А теперь страхи перед школьными трудностями привели к тому, что 9-й год обучения подросток не одолел и остался на 2-й год. Причем никаких проблем в отношениях с одноклассниками у парнишки не было. У него были и друзья, и девушка, он совсем не глуп, даже наоборот. Просто он все время в стрессе из-за своих страхов. Боится заболеть, боится не справиться со школьной нагрузкой. Из-за этого нервничает, ему становится еще страшнее, и круг замыкается. Чтобы Леон не отстал от одноклассников, мать устраивает его в частную школу, где 1 год обучения проходит за 2. Находит психолога, нанимает репетиторов с образованием психолога, основная задача которых не столько объяснить то, что не понято в школе, сколько помочь ученику преодолеть его страх и тревогу. И вот победа. Курс обучения Леон проходит. И проходит с приличными оценками. Если основная масса едва преодолевает отметку удовлетворительно в 60 баллов, то у Леона при максимуме в 100 получилось набрать 86. Короче, передавила мама пацана. Ну или не додавила раньше, а может и позже, но точно что-то было не так, потому что иначе стремление получить образование не проснуться просто бы не могло. А оно не проснулось, ведь на 2-й год Леон оставался еще 1 раз. «Возможно, я не должна была его тянуть», — оправдывалась потом Моника, «но я хотела его защитить». Вот интересно, как бы она оправдывалась за то, что не защитила, если бы оставила его в той же школе самому решать свои проблемы так же, как и многие другие? Во всяком случае, нет никаких сомнений. Как бы она ни поступила, все равно осталась бы виноватой, потому что мать всегда виновата во всем, что делают ее дети. А Леон, несмотря на то, что соседи и друзья были от него в восторге, до эталона дотягивал не по всем показателям. Закончив школу, он решил отдохнуть год-другой, подумать, куда двигаться дальше и стоит ли вообще двигаться. За это матери тоже прилетело. Многочисленные критики чужих решений легко выставляют оценку неудовлетворительно, оставляя без ответа вопрос, как физически можно заставить что-то делать совершеннолетнего рослого парня, если закон обязывает тебя содержать его и после 18 лет, до тех пор, пока он не найдет свой путь в жизни. А Леон и искать этот путь как-то не рвался. Мать пыталась помочь, устраивала ему разные подработки, но все какие-то не такие. То, что платили, заставляли отрабатывать. И при этом не платили миллионов. А Леону нужны миллионы. В подарок на 18-летие он попросил Rolex или Cartier. На худой конец Patek Philippe. Родители, для которых необходимая сумма была весьма серьезной, посчитали правильным, учитывая юный возраст и скромные достижения, купить часы всего лишь за 1200 евро от Mercier. Ну как так-то? А был ли у Моники хоть один вариант угодить диванным знатокам педагогики? Ведь понятно же, что нельзя всегда говорить ребенку «да», покупая все, что он не пожелает. И понятно, что сделать подарок на свой выбор, а не на выбор ребенка, это тоже как-то не по-правильно родительски. Да, и еще, они же брали его с собой в путешествие. Как будто нельзя было посадить в самолете отдельно и поселить куда-то поскромнее, возможно, даже оставить дома. Или нельзя? В общем, за то, что не воспитала понимание ценности денег, Монике прилетает до сих пор. За то, что сын все меряет только деньгами, разумеется, тоже. Первое сомнение, а является ли Леон на самом деле тем, кем кажется, возникло у матери как раз после вручения этих злополучных часов. Когда он, вежливо поблагодарив за подарок, немедленно попросил разрешения обменять его на бриллиантовый браслет, потому что никогда не любил часы. И объяснил недоумевающей матери, что просил не часы, а Rolex, вещь, которая должна была подчеркивать его статус. По окончании вечера мать рыдала не из-за того, что не удалось угодить с подарком, а потому что на вопрос, понимает ли он, как расстраивает всех, юноша ледяным тоном ответил, что ничего такого не сказал, и что наоборот они должны бы гордиться тем, что их сын отвечает честно и не врет.
С этого дня мать все чаще стала замечать у Леона направленный на них с мужем холодный взгляд отстраненного, но очень внимательного наблюдателя. С этим взглядом он сообщал, что сбил на машине животное, и ему без разницы, живо ли оно. Что он вовсе не такой, как думает мать, нечувствительный, как она, и совсем не добрый. Что хочет много денег и много власти, быстро и не напрягаясь, и поэтому решил продать душу дьяволу. Совершенно спокойно, так что не разберешь, шутит или всерьез, сообщал, что решил совершить самоубийство. Потому что в этой жизни все слишком сложно, и единственное, что могло бы заставить его жить, это если бы кто-то позвонил в дверь и сообщил, что Леон получил наследство. А потом объяснил перепуганной матери, что рассказывает об этом ради ее же спокойствия, чтобы постепенно привыкала к мысли. От этих заявлений Монику бросала в дрожь, а отчим только посмеивался. Дескать, разве ты не видишь, что он специально тебя провоцирует и пытается вывести из себя? Монику упрекают еще и в том, что не замечала тревожные звоночки. Она категорически не принимает этих обвинений. Замечала, кричала, просила о помощи и не была услышана. Все, от специалистов до ее же собственного мужа, реагировали примерно одинаково. Не преувеличивай, это обычный подростковый взбрык. Потом, правда, начали говорить, что надо было идти в полицию, но опять-таки, идти в полицию с чем? Ведь все это были только слова. Никаких конкретных действий за ними никогда не было. Тем не менее, мать стала бояться сына. Стала на ночь в спальне закрываться на ключ. Понимая, что эти страхи не основаны ни на чем, кроме каких-то смутных подозрений, и стыдясь сама себя. Муж смеялся и над этим, но на том, чтобы дверь оставалась открытой, все же не настаивал. А еще в доме стали происходить странные вещи. Телевизор сам переключал программы, компьютер транслировал изображения и надписи. Один из друзей парня говорил потом, однажды Леон, как веселый анекдот, рассказал ему: «А знаешь, чем я сейчас занят? Заставляю родителей слететь с катушек. И знаешь что? У меня получается». Да, получалось. Моника дошла до того, что стала бояться оставаться с сыном дома одна. И вот, во время очередной ссоры, возникшей, как и всегда в последнее время, из-за того, что он что-то громко и нахально требовал, а ему не давали, мать сказала: «Хватит». Сняла ему квартиру посуточно и отправила приходить в себя, будучи уверенной, что не больше, чем через пару дней он загрустит, осознает и прибежит проситься домой. Почти так, в общем-то, и случилось, но только не через 2 дня, а через месяц. И когда во время примирения Леон обнимал мать, та не почувствовала никакой искренности, а только все тот же изучающий взгляд холодного наблюдателя. Ну а что она хотела, говорили потом, она же давила на него постоянно и в итоге из дома выгнала. А выгнать-то надо было давно, и денег на квартиру не давать, и... Как говорит Моника, с июля, когда отпраздновали совершеннолетие Леона, и до декабря этого непростого года изменения в его поведении были едва заметными, так, незначительные детали, на которые не реагировал никто, кроме ее интуиции. А вот с началом года следующего все покатилось под откос со скоростью лавины. Леона стало не узнать. В считанные недели из вежливого тихони он превратился в злобного хама. От его неуверенности, нервных тихов и ипохондрий не осталось и следа. Специалисты недоумевали, как такие разительные перемены могли произойти за такой короткий срок. Моника тоже недоумевала. Она никогда не говорила об этом прямо, но давала понять, что не может найти этим изменениям никаких причин, кроме сверхъестественных. Еще один приятель Леона рассказывал, что они и впрямь хотели заключить сделку с дьяволом, но что сам он потом с темы соскочил. И уверен, что Леон тоже. А вот Моника сомневается, и иначе как дьявольским взгляд Леона в этот период не называет. Правда, все это было уже потом, а на тот момент родители отчаянно пытались решать проблему, добавив к психологам и психиатрам экономические стимулы. Леону было объявлено, что ему снимут квартиру на год, он будет жить там один, и за этот год должен либо найти работу и начать содержать себя сам, либо отправиться учиться. От идеи парень был явно не в восторге, но деваться некуда. И 15 апреля состоялось знакомство будущего самостоятельного и полноценного члена общества и хозяев квартиры в центре Болоньи, которую мать для него нашла. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога. Вечером того же дня Леон предложил приготовить для всех ужин. Макароны по своему фирменному рецепту с заправкой из лосося, сливок и грецкого ореха.
Мать возражала, она и быстрее сделает, и сливки в доме никто не любит, да и что греха таить, побаивалась. Но парень настаивал не первый день, и Моника согласилась. Леон закрывается в кухне, долго что-то колдует и, наконец, подает на стол 3 тарелки. Блюдо показалось Монике дико пересоленным, да к тому же отдающим аммиаком, так что она с трудом запихнула в себя несколько макаронин и предложила по-быстрому приготовить для всех пасту с томатным соусом. Человек старался, в кои-то веки сделал что-то для других, а она... Короче, классическое обесценивание и очередной косяк воспитания. Леон реагирует бурно, буквально истерит. «Я неудачник, даже тарелку пасты приготовить не могу. Ах, зачем я на свет появился, ах, зачем меня мать родила?» Чтобы хоть как-то успокоить пасынка, Лолла, обильно сдобрив пасту перцем, запихивает в себя всю порцию и через несколько минут говорит, что у него кружится голова. Но Монике не до того, истерящий сыночек умчался в свою комнату, и оттуда зовет мать, в которой именно сейчас он почувствовал острую потребность. Она бежит его успокаивать, сынок, чего не случалось уже довольно давно, просит побыть с ним, обнимает, особенно крепко в те моменты, когда она порывается пойти в зал проверить, как там муж. Рыдающий Леон буквально висит на матери, не отцепляясь даже тогда, когда она, почувствовав сильнейший приступ тошноты, бежит в ванную. Он идет за ней, приносит стакан воды и очень настойчиво пытается заставить ее выпить. Потом экспертиза покажет, что концентрация яда в этой воде была такая, что стакана хватило бы человек на 30. К счастью для себя, Моника оказалась просто не в состоянии сделать ни глотка. Тем не менее, она вновь и вновь пытается собраться с силами, встать и пойти проверить, как там муж. Но каждый раз, как это ей почти удается, Леон хватает ее за руку и снова останавливает, с криком «Мама, не уходи!». Пока вдруг совершенно не успокаивается и не заявляет матери своим обычным ледяным тоном, что ей стоило бы задуматься, а вдруг он только что принял яд и сейчас умирает. Когда Моника наконец прорвалась к мужу, она нашла его на диване, бездыханным и с пеной у рта. Рванулась за телефоном, чтобы вызвать скорую, но обнаружила, что телефонов на месте нет. И только в этот момент она наконец начинает понимать, что происходит. Она бежит к двери и слышит за спиной странный звук. Оказывается, сын натягивает на руки латексные перчатки, чтобы одной рукой схватить ее за горло, а другой зажать нос. Боролась Моника отчаянно, цеплялась за мебель, вырывалась, царапалась, кричала соседям, чтобы вызвали полицию. Сын тащил ее вглубь квартиры, затыкал рот, бил, душил руками, швырял на кровати на пол. Потом он пытался задушить ее подушками. 2, потому что она крутила головой. Сам в этот момент сидел у нее на спине, не давая подняться. А знаете, что ответила Моника, когда он все тем же ледяным тоном произнес свое «Что ж ты никак не умрешь? Я же дал тебе яд, рано или поздно должен же он подействовать». Она сказала «Ты ведь шутишь, правда?» Даже после всего, что случилось, женщина до конца не верила, что весь этот кошмар происходит на самом деле. Она пыталась его уговаривать: «Малыш, пожалуйста, это же я твоя мама, давай поговорим, мы все еще можем исправить». Но в ответ слышала одно: «Да что ж ты никак не умираешь?» Тогда Моника решает, что ей уже не спастись, и, желая только поскорее прекратить агонию, просит перестать ее мучить и дать спокойно умереть. В этот момент происходит нечто, что она определяет как чудо, и готова поклясться чем угодно, что это были не разбуженные инстинктом выживания собственные силы, а что-то извне. И это что-то подняло ее под живот, взвалило на плечо, как мешок с картошкой, и вытащило обессиленную, едва живую женщину из-под 75-килограммового заряженного адреналином монстра. Вряд ли даже эта сила могла бы спасти ее, или он опять погнался за матерью и догнал, но в дом уже ломилась полиция. Услышав крики на лестнице, последнее, что сказал Леон матери: «Что ты натворила?» Дооралась до того, что явились карабинеры. Когда дверь в квартиру наконец открыли, обезумевшая от ужаса Моника выбежала в подъезд и там упала без сил. А Леон спокойно проследовал мимо полицейских к другому выходу и только потом в одних носках кинулся бежать. Небольшими дорогами, кустами, огородами через час он прорвался к бабушке по материнской линии. Исцарапанный, весь в крови, тут же скрылся в другой комнате. Из его бормотания ошарашенная женщина поняла только, что он напал на мать и, кажется, убил отчима. Через час подъехал его отец, они долго о чем-то шушукались за закрытыми дверями,
а уже поздним вечером того же дня за Леоном приехала полиция. Вычислили по горячим следам, начинающий убийца не учел, что телефон можно отследить, даже если он в авиарежиме. Монику увозят на скорой, ей предстоят недели реанимации, мучительной терапии антидотом и унизительных процедур. Нитрит соды, который подмешал в макароны ее сыночек, вызывает трансформацию обычного гемоглобина крови в медгемоглобин, который не способен переносить кислород. В норме его содержание в крови должно быть не больше 2%, при 10 начинается кислородное голодание, а при 70 наступает смерть. У Моники медгемоглобин был больше 72%, тому, что она выжила, удивляются даже врачи. И это будет еще не все, через что ей предстоит пройти. С момента взятия под стражу Леон поменяет 4 версии событий. Первая – ничего не видел, ничего не знаю. От нее ему хватило ума быстро отказаться, потому что исцарапанное лицо и окровавленная одежда не вяжутся с человеком, который все пропустил, сидя в своей комнате. Вторая была куда более проработанная. Не он, а Моника по неизвестным причинам хотела отравить мужа, сына, а потом отравиться сама. Эта версия продержится дольше всех. Похоже, именно так Леон заранее готовился объяснять гибель отчима и матери. Яд, которым была отравлена Моника, он купил за неделю до покушения с ее планшета и оплатил ее картой. При этом прикасался к чужим гаджетам только в перчатках и надевая медицинскую маску. С телефона Моники Леон отправлял ее подругам сообщения, которые должны были бы навести их на мысли, что та планирует избавиться от мужа. Из-за этого обвинения Моника окажется под подозрением, и в отношении нее целый год будет идти расследование. Психологи и психиатры будут беседовать с ней не только чтобы помочь, но и чтобы подловить на лжи, если она вдруг врет. На сторону сына встанет и биологический отец Леона, заявив, что верит ему, а не этой, которая на самом деле и есть убийца. Но версия не выдержит очень простых вопросов. Зачем, если яды покупала мать, Леону понадобилось искать в интернете, как они действуют на человека? Почему она звала полицию, а он от нее убегал? И, наконец, как вышло, что предполагаемая убийца сама едва выжила, а ее жертва отравленные макароны даже не попробовала? Тогда возник другой вариант. Да, яд в еду подсыпал Леон. Но не для того, чтобы убить. Убийцу он планировал сам. А только посмотреть, как этот яд действует, чтобы потом, когда применит его на себе, не слишком страдать. В общем, и без того не особо логичная версия, будучи уже третьей, никакого доверия не вызвала. Изгодилась разве что журналистам на очередные выпуски жареных новостей. Ну и под занавес, когда стало понятно, что за убийство одного человека и покушение на другого он рискует получить пожизненный срок, Алессандро Леоназоли признал себя виновным. В подготовленном заранее и прочитанном им с бумажки заявлении говорилось, что сегодня он хочет сказать, наконец, правду. И правда эта состоит в том, что отчима и мать отравил он. Объяснил страхом, что не признался в этом раньше, извинился перед теми, кому он причинил зло, и выразил надежду, что его мать сможет простить его. Моника не поверила, отметив, что он никогда не просил прощения у нее лично, и что признался лишь на публику, чтобы не отправиться в тюрьму пожизненно, и при этом ничуть не раскаялся в содеянном. С самого начала процесса она настаивала на одном: сын хотел легких и быстрых денег и решил убить родителей ради наследства. На ее сторону высокий суд не встал. В приговоре сказано, что причиной, по которой сын попытался убить мать, была острая к ней неприязнь, возникшая из-за того, что та постоянно на него давила, заставляя учиться или работать. Моника с такой мотивировкой не согласна, но обжаловать приговор не стала. Ада в ее жизни ей хватило и без того. К страданиям, принесенным отравлением, физической потерей мужа и фактической сына, к тяжелому шоку и депрессии, ощущению одиночества и пустоты добавились еще и обвинения диванных экспертов. Моника отгребла за все, и что было, и чего не было. Через год молчания она начала давать интервью, и тут хейт просто покатился лавиной. Плачет недостаточно, выглядит слишком хорошо. И многие на этом основании посчитали возможным сделать выводы: мать она плохая, и это еще в лучшем случае. Моника же решила, что раз ей сохранили жизнь, значит для чего-то она нужна не ей одной, и начала бороться с виктимблеймингом родителей, пострадавших от рук своих детей. А таких в Италии немало. В последнее время разразилась целая эпидемия. В 89-м Фердинандо Каретто ради денег застрелил своих родителей Марту Кетца и Джузеппе Каретто, а также брата Николу.
Мария Роза Тессари и ее муж Антонио Маза в 91-м из-за наследства были убиты сыном Пьетро Маза. Позже подросток собирался убрать еще и своих сестер и некоторых подельников. 94-й. Надя Фриджери убивает мать Элеонору Пьер Франчески, чтобы не мешало встречаться с любовником. 95-й. Карло Николини убил и расчленил своих родителей. 2001. Эрика Денардо вместе со своим парнем из-за плохих отметок в школе зарезала ее мать, Сюзанну Кассини, и 11-летнего брата Джан Луку, собираясь после этого убить также и ее отца. 2017. Опасаясь наказания за плохие отметки, 16-летний сын зарубил топором Сальваторе Винчелли и Нунцию Ди Джанни. 2021. Марко Элетти по невыясненным причинам забил молотком своего отца и попытался убить мать Сабрину Гвидетти. 2021. Бенне Неумайер задушил родителей Петера Неумайера и мать Лауру Перселли. Опять 2021. Паоло и Сильвия Дзани, накачав снотворным, задушили свою мать Лауру Дзилиани. 2022. Диего Гуголи убивает из-за 16 тысяч евро своего отца Серджо и мать Лорену. 2022. Из-за ссоры Даниэль Гандольфо убивает свою мать Марию Бегонью. 2023. Микеле Фрези забил палкой своего отца Джованни. 2024. Мауро Педротти задушил мать Сантину Делай. Джованни Роцци, Доретта Гранерис, Патриция Финуччи, Мануэла Дель Монте, Маша Торелли, Стефано Диаманте, Паоло Пазимени, Валерия Улаши. От одного перечисления оторопь берет. И каждый раз хейта удается избежать только тем, кто умер. А поведение выживших рассматривают под микроскопом и обязательно находят, что было сделано не так. Специалисты говорят, что природа виктимблейдинга в том, что людям, обвиняющим жертву, очень хочется верить, что мир справедлив, каждый в нем получает по заслугам, а значит, если они будут вести себя правильно, то с ними никогда не случится ничего подобного. Ведь иначе придется признать, что зло может упасть на чью-то голову случайным кирпичом, безо всякой вины и ошибки, что его нельзя контролировать и никому нельзя от него застраховаться. Это страшно. И зная это, виктимблеймеров можно понять, но все же, прежде чем судить Монику, вспомните. После случившегося она покаялась. Покаялась именно в том, что раньше считала, будто она чем-то отличается от тех, с кем происходят подобные вещи, и что с ней ничего такого никогда не может случиться. Леону Алессандро Азоли был назначен срок заключения в 30 лет. И совершенно очевидно, что ни один суд не избавит от пожизненного заключения в чувстве вины и горечи потери Монику Маркьони. Однажды в Италии